Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, друзья, следите за обновлениями. Что я делаю? Я нахожусь на очень интересном озере, которое называется Свирь, и я приехала сюда для того, чтобы порыбачить с ночевкой. Зимняя рыбалочка намечается. Ну, лед такой, сантиметров 15, не могу сказать, что сантиметров 20. На предыдущей неделе на другом водоеме был даже больше. Я решила заняться своими всеми жерличками дома и полностью их перевязала. Значит, теперь у меня на всех жерлицах стоят двойники или тройники, флюорокарбоновые поводки, скрутки. Вот такие вот дела. А динарники, друзья, я со всех убрала. Что-то мне они перестали нравиться. Может, у меня динарники не такие, как надо, не знаю. Но что-то вот столько было поклевок за все это время. Вот. И ни одной, так сказать, за последнее время засеченной рыбки не было. Я считаю, что это проблема может быть и в поводках, конечно. Ой, морозно. Минус 10, ребят, сегодня. Минус 10. Раз, два, три, четыре. Подворота. Сейчас посмотрим. О, видали? Здесь глубина побольше. И карасики. Давайте карасика вот такого возьмем, какого-нибудь хорошенького. О. Так, первая жерличка установлена. Иду ставить вторую. Поставлю, наверное, вдоль камыша 5 штучек и пойду искать глубину, на которой можно будет установить палатку. Глубина мне нужна где-то 5,5-6 метров. Пятерки хватит, короче. О, ставлю вот так, хоп. И... Оп, сейчас. Поехала я сюда, ребят, потому что в прошлых годах здесь клевала щука, судак, подлещик и иногда влетала очень хорошая плотва с красноперкой. Поводки скрутка с двойными крючками. Обмотала эти двойные крючки красной ниткой для того, чтобы они не спадали. Да и вообще подумала, а вдруг рыбе понравится. На спиннинг же ставят так, такие хвостики красные. Раз, два, три, четыре, 5. Делаю по 5, по 4 подворота, неважно. Поднимаю, так сказать, поводок над дном. У меня живцы карасика самых разных размеров. Ставлю за гриву его и туда жух, отпускаю и в небо улетает желтыми листьями. Это просто моя поклажа для того, чтобы выставить хищника. Сейчас я выставляю пока жерлицы. Оператор собирает все вещи для рыбалки. Ну, глубину будем смотреть с вами. Ну, естественно, вы понимаете, до грузика, да? Вот до грузика. Вы... Ого, мне, ребят, тут нормально с головой прям. Вроде живой. Живой. Шел. Будет стоять палатка. Сейчас делаем 3 лунки. Сначала по полу наметали их.
Потом выбурили. Сейчас почистим аккуратненько. И все, можно будет сверху устанавливать палатку, которая, как видите, уже собрана. Снег такой сильный начался, что даже не видно палаток, которые стоят вдалеке, хотя там целый городок. Целый городок на одном пятне стоит людей. Мы вообще отошли в сторону. В принципе, глубина у нас здесь позволяет это сделать. У нас здесь глубина, ну, 5-6 метров. Парочку брикетов. Вот и взялась, ребят, все делаю это. Где-то минут, наверное, 20-30 я разложилась. Уже раскрыла свои раскладушки. Печка уже работает вовсю. Честно говоря, я больше всего сейчас хочу попить кофе, конечно, закормить свои луночки. У меня есть прикормка РС Ready. Я смешаю между собой Ready лишь черная холодная вода и Ready плотва холодная вода. И теперь я их перемешиваю между собой. Угу. Тоже его буду добавлять в прикормку. Какой я страшный человек. Зимой пшено, да. У нас сейчас мотыль лиман подорожал. Соревнования там какие-то. Вот. Ну, такую красоту я, конечно же, нарулила, ребят. Красота, да? Самый обильный закорм будет в центральную лунку, конечно же. Угу. Накладываю вот так вот в кормушечку корм. Здесь у меня уже в корме лиманничек, ребят. Дальше сюда и сюда зажимайка у меня пошла. И вот такое вот все это дело я опускаю в центральную луночку. Значит, сначала я жду, пока наберется сюда водичка. Бульк-бульк. Перестала она пузырить. И я потихонечку отправляю ее на дно. Вот она на дне. Следующее, что я хочу сделать, это немножко на дне там. Раз. Примять дно, после чего открою кормушку. Но сначала я его немножко вот так вот выровняю. Я чуть-чуть приподнимаю и бум, открываю. Все отлично открылось. Я снова поднимаю. Просто у меня вот такая вот удочка. На конце этой удочки у меня стоит коромысло. Вот здесь вот граммовый груз. На это коромысло можно на вот это и вот это вот место повесить 2 поводка. Слушайте, мне немножко не нравится на ощупь то, что здесь, поэтому я сейчас это дело перевяжу, найду глубину и привяжу. 5,8, ребят, здесь метра глубины. Глубина хорошая. Ну, относительно хорошая. Можно было бы глубже пойти, но я же знаю, что и здесь тоже должна быть рыба. Понимаете? Вопрос, захочет ли она клевать. Крючочки, видите, у меня всякое разные есть. Давайте сюда поставлю. Давайте поставлю. Сейчас скажу, что поставлю. Давайте пинхук поставим сюда. Завязываю крючки. Место новое, значит и крючки новые. Да и в прошлый раз были крючки такие, навяла. Вот такая красота получилась. Угу.
Пересажу. Так, отсюда аккуратненько выбираешь угол. Красота. Все, ребят, видите, уже больше не забирается. Значит, почти нашли глубину. Значит, уже все дела эти там на дне. Остается только правильно притопить поплавочек. Смотрим. Ужин, ребятки. На ужин вот. Все вообще по-простому. У меня есть вот такое мяско. Оно дома было посолено. Я его сейчас поджарю. И потом с салатиком, капусточкой. Просто вкусно перекушу. Потихонечку, ребятки, мяско готовится. Еще чуть-чуть осталось. Все, ужин готов. Пока тут поотвечала на комментарии к крайнему моему видео на канале. Так уже и мясо сделала. Ну вот, ребятки, вот такой вот у меня ужин получается. Сейчас. Мяско. Обожаю. Обожаю. Сальцончик. Как хрустит, обалденно. Людей здесь, кстати, очень много. Сидят там дальше в палатках. Далеко отсюда. Ну, очень много. Очень. И все молчат. Сделала работу, так сказать, над ошибками. И у меня живец плотвы и живец карася хранился в палатке и не замерз, и весь остался живой. Почему? Потому что наловить здесь живца довольно тяжело. Вот такой вот снежок прошел ночью, видите? Короче, все прикрыл. Сейчас мне нужно достать свои жерлицы, как видите. Санки привязываем к палатке. Почему? Потому что, когда сильный ветер, могут куда-нибудь улетучиться они. У меня 2 кана. Один с карасем, второй с плотвой. Почему? Потому что обычный живец карася и плотвы, они вместе не выживают, ребят. Собрана, шумовочка есть. Кстати, для ловли щуки, судака еще могут понадобиться корсандр, зажимаки всякие, открываки рта. Раз. Пошла красота. Много людей, ребят, на лед повыходило. Все идут, все уже ищут места для рыбалки. Не знаю, там кого собираются все ловить. Хищника, не хищника, но идут. Вообще. И нам надо с вами хорошенько присыпать вот так вот снегом, который навалило, кстати. Ставила все жерлицы, которые надо было. Какие-то на плотву, какие-то на карасика. Захожу, здесь поклевка на коромысло. На коромысле у меня стоит и мотыль, и 2 опарыша. На что была поклевка, я черт его знает. Есть, ребят. Интересно, кто? Плотва похожа на больше на плотву, чем на подлещика, честно говоря, ребят.
Оп, сейчас проверим. Оп. Ух, вообще густера. Смотрите, какая красота. О, красота, ребят. И вообще это густера на мотыля. Значит, там тоже густерка, ребят. Но густера тоже хорошо. Опа. Ставлю и парочку мотылей. Раз. Два. И три. Пускай будет мотыля. Густерка, ребят. Это хорошо. Уже первая рыбка есть. Так, ребята, была поклевочка. Вот в этой вот полузамерзшей лунки. Что-то такое, ну, типа, не знаю, может и густера или... Ну, на подлещика не похоже. Подлещик. Ох, густера большая, смотрите, какая, ребят. Ого, смотрите, какой рот ее тут жмякала, а. Офигеть, ребята, а. Вот это рот, блин. Нифига себе. Ну, что я могу сказать? Рыбка подошла. Густера. Там, где густера, там и подлещик может быть, там и плотва. Посмотрим. Ставлю сейчас на коромысло. Точно такие же комбинации, на которые сработала на поплавок. Ну, что-то не крупное совсем. Совсем что-то не крупное. Сейчас посмотрим. О, еще одна густера. Интересно. Вот она, густерушка. Тоже трохи побитая. Красота такая. Потихонечку ведет, как будто там есть. О, хорошенькое что-то. Ну как хорошенькая, как густерка та предыдущая. А может, мне кажется, сейчас посмотрим. О, хорошо. Ой, красота, ребят. Ой, красота, красота. Это что такое? Вот это я понимаю, плотва. Вот это плотва, ребят. Вот это плотва. Наживляю сперва мотыль. 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 И уже потом мотыля закрываю. О, вон там он шевелится. И опарыша. Вот так. Красота. Красота в глазах смотрящего. Оп, смотрите, видите, как интересно шуга собирается здесь. Сейчас ее выкину отсюда. Оп. Пошел. Ребят, сейчас я сотрю вот в камеру. Видно, что корм лежит на дне. Каша лежит на дне, лиманник лежит на дне. Вот, кормежка там есть, рыбы нет. О, ребят, прикиньте, плотва. Вместо подлещика плотва на такой глубине, интересной. Прикиньте, ребят. Да, это не очень хорошо, что здесь такое.
Наконец-то, ребят, поклевка. Вот как сами захотели чуть-чуть покушать, такой какая-то рыбка и клюнула. Сейчас посмотрим. Что, опять плотва? Да, видите, снова плотва. И снова, видите, битая какая плотва. Ребят, как будто хищник не дает моей рыбе тут клевать. Так. Ну, давай. Есть. Опа. Интересно, кто? Ну, вроде не ёрш. Это точно. Ёрш, ёпсель-матрёпсель. Офигеть. Еще один. Обалдеть. Никогда здесь не было столько ерша, ребят. Вообще не клюет. Вообще не клюет. Людей все больше на водоеме. Почему? Потому что сегодня суббота. С субботы на воскресенье, естественно, что приезжает много рыбаков. Не клюет от слова совсем. Могу сказать, что такое ощущение создается, словно появляется какая-то тяга в лунках, понимаете? И если до этого тянуло туда, то уже тянет вот сюда. Причем я 100% это ощущаю. Почему? Потому что оба поплавка уже ушли туда. Лежу периодически, выглядываю его из палатки. Смотрю, есть сработки или нет. Нифига. Ничего нет. Угу, ну ешь. Что у тебя? Да. Ребят, ну какой-то ершовый Эльдорадо там у нас. О, наконец-то! Who is it? Подлещик маленький пришел. Знаете, на что? На мотыля. С это. Ребята. Какая-то немножко активность у рыбы пошла. Сначала пошло куча ершей, потом наконец-то в центральной лунке взял совсем не крупный подлещик. Я думаю, что это был разведчик, скорее всего, ребята. Ага, сейчас, может, какие сработки по жерлицам могут произойти. Понимаешь? Ёрш. Опять ёрш. Сейчас посмотрим, ребятки, кто там у нас. Ну-ка. О, плотвичка пришла. Неужели... В самом деле. Друзья, и самое интересное, знаете что? Пропала тяга. Пропала тяга вот эта вот, о которой я вам говорила. Куда она делась? О, ребятки. Ужин рыбака. Перчик хочу. Рыбочки. Это кто у нас? Это у нас, ребят, снова густера. Густера Густеперовна. Нифига, наверное, вам не видно, но верьте мне на слово, что это густера. Что это такое, ребятки? Может и получше. Даже в эхолоте он показывает. Прикол, да? Ну, наверное, густерка или плотвичка. Сейчас посмотрим. Оп. Такая гарная густерка, ребят. Я ее ждала, я вам честно могу сказать. Я рада, что есть хотя бы густера, ребят. Так, ребят, как думаете, кто там? Ёрш очередной. Поклевка была пипец резкая такая. В сторону резко-резко. Ух ты, ребят! Ух ты! Ух ты! Мы вышли из бухты, а?
Это густера, походу. Густера или подлещик? Густерка, ребятки. Густерка, это прекрасно. О, такая красота вечерняя. Легла полежать, ребят. Сейчас вот тяну какую-то рыбину. Сейчас посмотрим, кто тут. Какой большой ёрш. Обалдеть. Вот паскудненько, а я-то думала, что какая-нибудь густера, типа подлещик. А нет. Это ёрш. Я, ребят, решила провести эксперимент и вместо лимана скинула туда же меню корма. И по итогу корм придавил рыбу вниз, как видите. Она распределилась сейчас. Очень интересно. Ну, а я пробую всяческими способами заставить ее клевать. Ух ты, вымотала, как хорошо. Есть. Есть что-то, ребята. Есть. 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 Опа, судак. Хорошо. Судакин. Опа. Есть. Сейчас. Судак, нифига себе. Друзья, уже практически утро. Я невероятно счастлива, что наконец-то попался хоть один судачок. Тем более я знала, что они здесь есть. Вышла вот буквально... Недавно расставила жерлицы, сейчас уже гражданские сумерки. Конечно, на видео не видно, что на самом деле уже светлеет, но на самом деле уже гражданские сумерки. И мне попался судачок, представляете? Ближе к утру он наконец-таки клюнул. Так, ребят, ну что, кто там у нас? Рассвет, уже 9 часов. Опа. Ну куда я ж это, ладно. О, не-не-не-не-не-не, это что-то такое. Может, плотвичка, густерка. Кто там у нас? Опа. Во. Это у нас густера. Очередная густера. Ребятки, еще одна густерушка. Почему-то кроме густеры ничего нет. Но, кстати, сейчас ее увидели в камеру Калипсо. И как только увидели, она сразу клюнула на кормовое пятно, на центральную лунку. Рыба не идет, она вся ходит по краям. Прикиньте, ребят. Ребятки, сработка! Ваша Юлька сейчас как самолет полетит. Ребят, сработочка. Оно там, если выкрутила, бляха, до камышей дотянула. Какие-то пятна есть. Ну, где непонятно. Выкрутила, ребят. Выкрутила, причем хорошо выкрутила. Нифига. Нифига. Ребят, была вот сработочка еще одна. И, к сожалению, вымотала там все, но рыбку не заглотила рыбка. Наверное, тоже судачок. Плотва крупная, может, поэтому он в рот не залез. Я приняла решение взять и все жерлицы, которые выстановила сегодня с утра,
еще затемно, приняла решение их переставить ближе к камышовой линии, потому что за это время ни одной сработки за вчера, за сегодня на глубине нет. Только возле камыша. Все время наблюдаю вниз камерой Калипсо, есть ли рыба, нет ли ее. Ребят, нет рыбы. Стол накрыт просто шикарный, из лиманника с прикормкой. Нету рыбы от слова совсем. Кстати, уже даже не роют. Береговой линии я не так далеко, слава богу. Если бы была бы далеко, так потом бы вещей столько тянуть, было бы, конечно, тяжело. Там рыбаки, как это называют, золотая коса. Очень много людей, но кто-то уже собирается. Я думаю, ребят, что не особо-то у всех клюет. Потому что если бы клевало, ночники, которые стояли с прошлой ночью, они бы не поуезжали. А есть люди, которые собрались и сегодня с утра просто-напросто уехали. Сработочка. Горит флажочек, иду проверять. Интересно, будет ли рыбка. Даже, ребят, не размотала. То есть сработка была, даже не размотала. Не размотала, просто, украла живца, видите? Просто сбила живца. Сегодня у меня на свели самый маленький улов за все времена. Это вот такой вот небольшой судачок. Дарамс. И мелочевка. Плотва, густера и один тут мы смогались как могли. Останется сейчас еще собрать жерлицы. Может быть, сейчас еще будет какая-нибудь сработочка, неизвестно. Но вот такой вот результат, какой получился. Поставить рыбу на точку не удалось. Не знаю. Лиманника было в этот раз нормально. Всего было нормально. Просто она не захотела. Суток мы стояли на льду с пятницы вечера на воскресенье, где-то сейчас 2 часа дня. 2 суток теоретически топились нормально. Всегда было в палатке тепло, и топились мы дровяной печкой. И как видите, больше всего льда ушло именно под ней. Вот здесь у нас гидродно, и оно с фланцами. И благодаря этому внутри палатки никакой воды теоретически не оказалось. Пройтись вот в таком вот интересном месте, посмотреть, что здесь и как, можно ли порыбачить с фидером. Сначала со стороны казалось, что в принципе есть площадка свободная для фидера, но вот здесь, например, есть место для установки палаток, шатра, но нету места для того, чтобы нормально, комфортно заброситься на фидерок. Береговая линия, как и берега очень многих озер, здесь обильно вот так вот заросшие деревьями, и разместиться для того, чтобы порыбачить с фидером, можно в кемпинговых специальных местах отведенных. Вот такая вот рыбалка, друзья, получилась. Если вам нравятся такие видео, если вы любите рыбалку и активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!